Глава 2401. Кризис на континенте Кровавого неба. В воздухе над определенным районом моря в царстве духов по какой-то неизвестной причине две группы китообразных низкосортных морских зверей вступили в ожесточенную битву. Части туши животных время от времени поднимались из морской воды, и близлежащая область моря была полностью окрашена в красный цвет. Внезапно со дна моря поднялась чрезвычайно устрашающая аура, и две группы морских зверей немедленно прекратили свою битву, прежде чем испуганно разбежаться в разные стороны. В мгновение ока ко мне вернулись покой и тишина. Как раз в этот момент морская вода расступилась, и на поверхность океана вынырнул гигантский черный ковчег. Ковчег был более 10 тысяч футов в длину, напоминая массивного черного зверя. Палуба ковчега была заполнена людьми-культиваторами, большинство из которых казались довольно молодыми, и все они были чрезвычайно взволнованы, осматривая окружающую обстановку. Были также некоторые культиваторы, которые закрыли глаза и, казалось, что-то чувствовали в тишине. Священный ковчег с чернильным духом вернулся с маленького духовного неба, и в тот момент, когда он это сделал, проход в форме шара радужного света, наконец, рассыпался. Таким образом, если бы Хань Ли хотел вернуться в маленькое духовное небо в будущем, ему пришлось бы искать другой соответствующий древний алтарь, чтобы получить шанс сделать это. В этот момент Хань Ли и Наньгун Ван стояли бок о бок в передней части ковчега, и все остальные из уважения обошли их стороной. Так это и есть царство духов. Как и ожидалось, чистота духовной ци здесь действительно намного превосходит чистоту малого духовного неба. Только в таком месте, как это, у культиваторов, подобных нам, будет шанс на дальнейший прогресс и стремление к восхождению в истинное царство бессмертных, пробормотала Наньгун Вань про себя. Царство духов действительно является лучшим местом для культивирования, чем маленькое духовное небо, но в этом царстве все еще не так много существ на стадии Великого Вознесения. Для более слабых рас, таких как наша человеческая раса, одного или двух существ на стадии Великого Вознесения было бы достаточно, чтобы претендовать на место в царстве духов. Тем не менее, есть некоторые суперрасы, которые обладают числом существ на стадии Великого Вознесения в двузначных числах. Конечно, существуют различия в силе даже среди существ Великой стадии Вознесения, и самые могущественные существа Великой стадии Вознесения могут сравниться с истинными духами в бою и легко убить сразу нескольких обычных существ Великой стадии Вознесения, сказал Хань Ли с улыбкой. За время своего пребывания в маленьком небе духов он уже дал всем приблизительное описание царства духов и человеческой расы здесь, так что они не были полностью безразличны к этому царству. Судя по уверенности, которую ты излучаешь, ты, должно быть, одна из тех аномалий среди существ Великой стадии Вознесения. Я не думал, что наша человеческая раса окажется в такой плохой ситуации в царстве духов, но, несомненно, ситуация улучшится благодаря вашим усилиям, вздохнул Наньгун Ван. Я уверен в своей способности противостоять любой стадии Великого Вознесения в бою, но я сам только недавно перешел на стадию Великого Вознесения, так что мне потребуется некоторое время, чтобы возглавить возрождение человеческой расы, сказал Хань Ли. Конечно. Я верю, что когда-нибудь ты определенно сможешь этого добиться, сказала Наньгун Ван, повернувшись к Хань Ли с нежным взглядом в глазах. Я, конечно, надеюсь на это, ответил Хань Ли. Как мы собираемся вернуться на континент Тянь-Юань? Мы собираемся пересечь море. Спросил Наньгун Ван. В этом нет необходимости. Я знаком с менеджером торговой гильдии Хэлянь на соседнем континенте Кровавого неба. Он должен быть в состоянии организовать формирование телепортации, чтобы отправить нас обратно на континент Тянь-Юань, ответил Хань Ли. Это было бы лучше всего. Я действительно хочу увидеть среду обитания нашей человеческой расы в этом царстве духов, сказал Наньгун Ван с улыбкой. Хань Ли просто улыбнулся и ничего не ответил, затем направил священный ковчег чернильного духа к континенту Кровавого неба. Несколько месяцев спустя святой ковчег Духа Чернил прибыл над одним крупным приморским городом на континенте Кровавого неба, и он парил в воздухе над треугольным зданием. Хань Ли и Наньгун Ван находились в холле здания, разговаривая с беспокойным мужчиной средних лет, который сильно вспотел. «Что? Вы хотите сказать мне, что коллега Даосби Ин уже погиб, а ваша торговая гильдия вывела большую часть своих сил? Ты уверен, что не разыгрываешь меня? Как это могло произойти за такое короткое время?» — спросил Хань Ли с холодным выражением лица. «Я бы не посмел лгать тебе, особенно о чем-то подобном, старший хан. Почти все на континенте Кровавого неба уже знают об этом. Если вы мне не верите, можете пойти и спросить кого-нибудь другого», — поспешно ответил мужчина средних лет с кривой улыбкой. «Как этот человек смог убить сразу так много существ Великой стадии Вознесения? Это совершенно невообразимо, как бы я на это ни смотрел. Вашей торговой гильдии уже удалось установить личность этого человека?» — спросил Хань Ли. «Боюсь, у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, в нашей штаб-квартире будет более точная информация, но я отвечаю только за этот филиал, поэтому я вообще мало что знаю», — ответил мужчина средних лет после короткого колебания. «Ты мало что знаешь.
Это означает, что вы что-то знаете, так что продолжайте и расскажите нам, что вам известно. Конечно, мой спутник квалифицирован, чтобы услышать эту информацию, сказал Нангун Ван с улыбкой. Хань Ли, естественно, уже рассказал ей о человеке, который совершил несколько масштабных кровавых жертвоприношений на континенте Кровавого Неба, и она сильно испугалась, услышав о такой страшной фигуре. Конечно. Если старший Хань желает услышать информацию, которой я располагаю, тогда я расскажу вам все, что знаю, поспешно ответил мужчина средних лет. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, услышав это, и он кивнул в ответ. Наньгун Ван тоже приняла серьезное выражение лица, готовясь выслушать, что скажет этот человек. Мужчина средних лет рефлекторно понизил голос, когда сказал: обстоятельства, окружающие этого человека, очень своеобразны. Кажется, он изначально появился на континенте Кровавого Неба, но благодаря его искусствам и способностям к культивированию можно убедиться, что он определенно не с этого континента или даже не из этого царства, если уж на то пошло. Таким образом, существуют циркулирующие теории, утверждающие, что он мог быть могущественным существом из другого царства или истинным бессмертным, спустившимся из более высокого царства. Согласно полученной мной информации, я думаю, что последнее, скорее всего, будет правдой. Выражение лица Наньгун Вана сразу же слегка изменилось, услышав это, и даже Хань Ли был совершенно ошеломлен этим откровением. Как ты можешь быть так уверен, что этот человек настоящий бессмертный? По-видимому, был свидетель, который видел этого человека в бою издалека, и он, казалось, получил ответную реакцию от власти королевства в виде цепей законов, которые связали его физическое тело и запечатали большую часть его сил. Если этот человек не настоящий бессмертный, то как это могло случиться? Есть некоторые чрезвычайно страшные существа, которые существуют в более могущественных мирах, но ни одно из них не способно убить сразу так много существ великой стадии Вознесения, особенно когда среди них есть существа калибра мастера Би-Ина. Даже древние истинные духи, небесные фениксы и истинные драконы не должны быть способны на это, проанализировал мужчина средних лет. Если это действительно были цепочки законов, то ваш анализ, скорее всего, верен. Однако я все еще довольно скептически отношусь к тому, что истинный бессмертный спустится в наше духовное царство. Я нанесу визит в штаб-квартиру вашей торговой гильдии, чтобы разобраться в ситуации. Кстати, теперь, когда собрат Даос Би-Ин скончался, кто управляет торговой гильдией? И где сейчас этот человек? Он все еще совершает кровавые жертвоприношения? Спросил Хань Ли. В настоящее время нашей торговой гильдии совместно управляют несколько старейшин, и в будущем будет выбран новый менеджер. Что касается этого человека, он продолжает совершать кровавые жертвоприношения, и почти все живые существа в восточной части континента Кровавого Неба были уничтожены. Однако около 2 месяцев назад он пробился в секту Кровавой Метки и убил 2 старших по возрасту на стадии Великого Вознесения вместе с тысячами учеников, а затем ушел, используя межконтинентальную телепортационную формацию секты, ответил мужчина средних лет. Выражения лиц Хань Ли и Наньгун Вана слегка изменились, услышав это, и первый спросил: формирование межконтинентальной телепортации. Вы знаете, на какой континент он отправился? Согласно нашему расследованию, он, похоже, путешествовал на континент Грома, ответил мужчина средних лет. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, услышав это, но беспокойство в его глазах не исчезло, когда он задал мужчине средних лет еще несколько вопросов, прежде чем покинуть зал вместе с Нангун Ваном, летящим обратно к гигантскому черному ковчегу в небе. В воздухе над бескрайним зеленым озером на континенте Грома с невероятной скоростью летела полупрозрачная нить. В мгновение эко он уже преодолел расстояние в десятки тысяч футов и продолжал двигаться вперед без остановки. Внезапно впереди показался остров с редкой зеленью, и полупрозрачная нить резко спустилась к нему. На вершине единственной горы на острове внезапно появился огромный кратер, и рядом с женщиной в серебристом одеянии появился молодой человек в белом, первая из которых стояла на коленях на земле. «Мы отдохнем 4 часа, а затем продолжим», — сказал молодой человек в белом, выплюнув полный рот крови, а затем нетвердой походкой поднялся на ноги в кратере. 4 часов будет достаточно. Вы уже сильно истощены. Вы никак не можете продолжать часто использовать эту секретную технику, подобную этой, сказала женщина в серебряном одеянии. У тебя есть план получше. Я не знаю, что происходит с этим ублюдком, но он внезапно полностью зациклился на охоте на нас, а не на новых кровавых жертвоприношениях. Если бы он внезапно не прибыл в секту Кровавой Метки до того, как у меня даже был шанс правильно откалибровать телепортационную формацию, мы бы не оказались здесь, на континенте Грома, холодно хмыкнул в ответ молодой человек в белом. Глава 2402. Отвлечение врага. Эти двое были никем иным, как шестикрылой ледяной сороконожкой и ледяным фениксом, которых Малян преследовал всю дорогу на континент Грома. Мы, скорее всего, действительно разозлили его, заманив в ловушку, расставленную сектами Кровавого на континенте Кровавого Неба.
В любом случае, сейчас нет смысла говорить об этом. У тебя есть какие-нибудь другие способы избавиться от этого человека? Пройдет совсем немного времени, прежде чем он снова нас догонит, ответил ледяной Феникс. Если бы я это сделал, думаешь, я бы так долго настаивал на этом методе? Хе-хе, похоже, мы пара трагических влюбленных, усмехнулась шестикрылая ледяная сороконожка. Кто хочет быть с тобой влюбленными голубками? Сядь, я использую секретную технику, чтобы помочь тебе, проинструктировал ледяной Феникс. Шестикрылая ледяная многоножка слегка дрогнула, услышав это. Что ты можешь сделать, чтобы помочь мне? Моя база культивирования может быть намного ниже вашей, но я все еще потомок пятицветного небесного феникса, и я обладаю некоторыми врожденными секретными техниками, которые находятся за пределами вашего воображения, гордо ответил ледяной Феникс. Выражение лица шестикрылой ледяной сороконожки слегка изменилось, услышав это, и он сказал: «В таком случае, я думаю, не повредит попробовать». После этого он сел в кратер, скрестив ноги, и без всяких колебаний закрыл глаза. Ледяной Феникс издал слабый вздох, прежде чем появиться позади него и тоже сесть. Затем она открыла рот, чтобы извергнуть облако белой ледяной ци, которое непрерывно вспыхивало, и в облаке появилась пятицветная бусинка размером с большой палец. Сразу после этого она сделала печать рукой, и позади нее появилась массивная проекция ледяного Феникса. Проекция издала ясный крик, затем расправила крылья, выпустив бесчисленные нити полупрозрачного света, все они в мгновение ока исчезли в бусине. Внезапно вокруг шарика начали появляться слои чрезвычайно богатой энергии, и энергия была настолько плотной, что достигла практически вязкого жидкого состояния. Ледяной Феникс стиснула зубы, указывая пальцем на бусинку, и там мгновенно исчезла в спине шестикрылой ледяной сороконожки. После этого ледяной Феникс начал произносить заклинание, делая быструю цепочку ручных печатей, и слой полупрозрачного света начал исходить от ее тела. В то же время ее лицо постепенно становилось прозрачным, представляя собой очень необычное зрелище. Шестикрылая ледяная сороконожка в настоящее время чувствовала, как будто бесчисленные потоки ледяной энергии текли из определенной точки на его спине во все его меридианы, а затем сходились к его дантянью. В центре его дантяня была очень измученная зарождающаяся душа, но она сразу же оживилась и разразилась ликованием, получив этот приток энергии. Это твоя основная сила. Ты можешь впрыснуть свою сущность прямо в меня. Глаза шестикрылой ледяной сороконожки тут же распахнулись от удивления и восторга. Все это благодаря тому факту, что мы оба ледниковые существа, и наши основные способности очень похожи. В противном случае, даже если бы я был готов предложить тебе свою основную силу, я бы не смог этого сделать, бесстрастно ответил ледяной Феникс. С помощью инъекции твоей основной силы я смогу раскрыть свою секретную технику, чтобы продолжить наш побег. Однако ваша база культивирования довольно тусклая, так что вы не сможете делать это еще много раз. Мы должны придумать другой способ избавиться от этого ублюдка, сказал шестикрылый ледяной сороконожка, когда холодный свет вспыхнул в его глазах. Выражение лица ледяного Феникса слегка изменилось, когда он услышал это. Ты что-нибудь придумал? Я разработал план, чтобы отвлечь врага, но он преследовал нас слишком близко, поэтому у меня никогда не было шанса осуществить его. Однако теперь, когда вы выиграли мне немного времени с помощью этого притока необходимой энергии, есть шанс, что мы сможем это сделать, рассказала шестикрылая ледяная сороконожка. Тогда чего же ты ждешь? Поторопись и восстанови свою энергию, чтобы мы могли осуществить план, призвал ледяной Феникс. Хе-хе, это именно то, что я планировал сделать. Как только я немного приду в себя, мы отправимся в ближайший город с формированием телепортации, а затем как можно скорее доберемся до территории расы Цзяочи. Я слышал, что раса Цзяочи является одной из главных сверхдержав на континенте Грома, в ее рядах много великих существ в стадии Вознесения. У них должен быть приличный шанс остановить этого безумца, ответил шестикрылый ледяной сороконожка. Месяц спустя один из главных городов расы Цзяочи, город Шапки Духов, был полностью затоплен бескрайней рекой крови. Бесчисленные существа Цзяочи отчаянно боролись и выли, но все безрезультатно, и они могли только беспомощно смотреть, как их кровь и плоть медленно распадаются, сливаясь воедино с рекой крови. В воздухе над рекой парил молодой человек в черном, а рядом с ним парили тела сотен высокосортных существ Цзяочи. У одного из тел была вскрыта верхняя часть головы, и его черепная полость была совершенно пуста. Внезапно в далеком небе раздался грохочущий раскат грома, и появилось зеленое облако, а затем устремилось в виде моря тумана. Выражение лица молодого человека в черном оставалось совершенно неизменным, когда он бросил взгляд на море тумана. В мгновение ока море зеленого тумана достигло реки крови, а затем превратилось в гигантского зеленого дьявола высотой более 10 тысяч футов с единственным прямым рогом на голове, зелеными дьявольскими глазами по всему телу и мерцающей золотой пагодой в руке. Как ты смеешь совершать кровавое жертвоприношение в городе Колпака Духов? Разве вы не боитесь ужасных последствий своих действий?
И где же собрат Даос Тяньсян? Почему он позволяет тебе это делать? Взревел зеленый дьявол с яростью в тысячах дьявольских глаз. Тяньсян, ты говоришь об этом куске мусора, который взорвал свою собственную зарождающуюся душу? Спросил молодой человек, указывая на тело с пустой черепной полостью. Это невозможно. Силы товарища даосиста Тянь Сина не имеют себе равных, и у него есть образование города Духовной Шапки, чтобы помочь ему. Как он мог пострадать от такой ужасной участи, зеленый дьявол взревел встревоженным и разъяренным голосом. Не нужно так удивляться. Если вы не передадите двух людей, которых я ищу, вы тоже закончите так же, как и он, сказал молодой человек, и выражение его лица говорило о том, что зеленый дьявол уже был почти мертв в его глазах. Выражение лица зеленого дьявола слегка изменилось, когда он услышал это. Кого из двух человек вы ищете? Эти двое, ты их видел? Говоря это, молодой человек взмахнул рукавом в воздухе, высвобождая свиток, который медленно разворачивался, открывая пару чрезвычайно реалистичных портретов шестикрылой ледяной сороконожки и ледяного феникса. Они не похожи на существ нашей расы Дзяачи, как я мог видеть их раньше. Как они связаны с вами, и почему вы ищете их в нашей расе? Спросил зеленый дьявол. Я не очень доволен этим ответом. Кроме того, здесь вопросы задаю я, а не ты. Я даю тебе 3 дня, чтобы найти этих двоих. Если ты не сможешь этого сделать, то я пожертвую всем твоим городом расы Дзяачи город за городом, неторопливо сказал молодой человек, указывая пальцем на свиток, чтобы снова спрятать его в рукаве. Зеленый дьявол был взбешен до такой степени, что разразился смехом, услышав это. Ты хочешь пожертвовать всей нашей расой? Ха-ха, никогда раньше я не слышал ничего более наглого. Теперь я могу сказать вам, что я не только не знаю этих двух людей, но даже если бы знал, я бы ни за что не передал их вам. В таком случае ты можешь остаться здесь и стать частью моей кровавой жертвы, сказал молодой человек, и на его лице появился намек на насмешку. Как только его голос затих, в реке крови внизу раздался грохочущий грохот, и около дюжины алых цепей выстрелили, прежде чем устремиться прямо к зеленому дьяволу. В отместку зеленый дьявол испустил оглушительный рев и швырнул свою золотую пагоду в воздух. Пагода увеличилась в бесчисленное количество раз по сравнению с ее первоначальным размером в середине полета, прежде чем рухнуть на молодого человека, и в то же время бесчисленные нити зеленого света вырвались из дьявольских глаз по всему ее телу, чтобы противостоять надвигающимся алым цепям. Таким образом, над рекой крови завязалась ожесточенная битва, но она длилась недолго. Раздался оглушительный грохот, когда весь зеленый туман был рассеян какой-то невидимой силой. Зеленого дьявола уже нигде не было видно, а на его месте лежала груда бесчисленных разбитых зеленых кристаллов. Что касается молодого человека, то в его руке появился шар зеленого света, и внутри шара света была зарождающаяся душа, которая отчаянно боролась в ужасе, но не могла убежать. Холодная улыбка появилась на лице молодого человека, когда он оценил зарождающуюся душу, и он сунул палец в шар света, ударив зарождающуюся душу по голове с безошибочной точностью. Зарождающаяся душа немедленно испустила мучительный вой и совершенно замерла. Только по прошествии полных 15 минут молодой человек вынул палец из шара света, а затем бросил его в реку крови внизу. В следующее мгновение из реки крови донесся жужжащий звук, и она начала двигаться в определенном направлении. Тем временем пара обычных на вид существ Дзяачи находилась в бесчисленных километрах отсюда, убегая так быстро, как только могли, в сторону другого крупного города расы Дзяачи. Дуэт состоял из мужчины и женщины, и последний вздохнул. Я не думал, что этот метод будет настолько эффективным. Кто бы мог подумать, что этот безумец сразу же принесет в жертву весь город шапок духов по прибытии. Даже на великой стадии вознесения Дзяачи, охранявший город, вырвал и уничтожил свою зарождающуюся душу. Глава 2403. Исчезновение. Это не так уж и удивительно. Неужели ты действительно думаешь, что он не смог бы понять тот факт, что мы обладали этой парой существ Дзяачи? Он просто искал предлог, чтобы все равно совершить кровавое жертвоприношение, так что пока он соглашается с нашим планом. С его способностями истинного бессмертного, обычное существо на стадии Великого Вознесения ни за что не смогло бы оказать ему какое-либо сопротивление, ответил мужчина Дзяачи с холодной улыбкой. Это правда. Что для меня самое неожиданное, так это то, что вы знаете такую глубокую секретную технику владения, которая может временно избавиться от слежки этого человека. Если бы мы использовали эту секретную технику раньше, мы бы не были доведены до такого плачевного состояния, сказала женщина Дзяачи. Ты ничего не знаешь. Эта секретная техника отличается от обычных техник владения, поскольку она включает в себя полное вселение души в другое физическое тело. Это чрезвычайно опасно в использовании, и вероятность успеха для меня составляет всего около 70%.
Кроме того, как только эта секретная техника будет раскрыта, моему первоначальному телу придется впасть в спячку. В течение этого времени его будет нести вновь обретенное тело, и в этом новом теле мои силы будут строго ограничены. Таким образом, я бы не стал так сильно рисковать, прибегая к этой технике, если бы у меня был другой выбор. Что касается того, почему он смог избавиться от наблюдения этого человека, я полагаю, это потому, что это также секретная техника из царства истинных бессмертных. Этого я не ожидал, и я подготовил другой план действий, чтобы избавиться от него, но сейчас в этом нет необходимости, объяснил мужчина Цзяо Чи. Эти двое были никто иные, как шестикрылая ледяная многоножка и ледяной феникс, которые вселились в пару существ Цзяо Чи и временно сбили Маляна со следа. Ледяной феникс был несколько озадачен, услышав это. «Как ты овладел этой бессмертной секретной техникой?» Вернувшись в изначальный мир, я наткнулся на пещерную обитель чужого существа и нашел страницу золотого нефритового тома, в котором содержалась эта секретная техника. К сожалению, полная секретная техника может быть раскрыта только истинным бессмертным. Эта техника владения на самом деле является лишь малой ее частью, и это была единственная часть, которую я мог культивировать. Кроме того, это обладание может длиться всего полдня, прежде чем мы будем вынуждены вернуться в наше первоначальное тело. В противном случае, был бы приличный шанс, что мы могли бы просто уйти вот так, немного печально ответила шестикрылая ледяная многоножка. Так тому и быть. Это уже приятный сюрприз, что ты знаешь эту бессмертную секретную технику, которая может временно сбить этого человека с нашего следа. Все, что нам нужно сделать, это добраться до другого крупного города расы Цзяо Чи, пока эта секретная техника все еще действует. Я уверен, что существа великой стадии вознесения расы Цзяо Чи не просто позволили бы этому человеку делать то, что ему нравится. До тех пор, пока не смогут задержать этого сумасшедшего еще на некоторое время, мы сможем найти другое образование супертелепортации и вернуться на континент Тянь-Юань. Как только это произойдет, ему будет очень трудно выследить нас снова, если он немедленно не последует за нами в строй. Если случится худшее, мы можем пойти и найти товарища Даоса Хана. Брат Хан в прошлом мог убить даже королеву стволовых клеток. Возможно, с его способностями у него будет способ отменить следы, оставленные на наших телах, сказал ледяной феникс. Шестикрылая ледяная сороконожка немедленно вспыхнула от ярости, услышав это. «Я ни за что не повернусь к Ханли. Я скорее умру». Учитывая, как сильно ты разозлил этого безумца, если нас схватят, нас, скорее всего, постигнет судьба еще хуже, чем смерть, холодно возразил ледяной феникс. Мы обсудим этот вопрос, когда это будет необходимо. Возможно, мы сможем полностью избавиться от этого безумца, как только вернемся на континент Тянь-Юань, сказал шестикрылый ледяной сороконожка, вернувшись к спокойному выражению лица. Хорошо, в таком случае мы будем делать все шаг за шагом. Давайте пока сосредоточимся на том, чтобы добраться до следующего крупного города. Я уже чувствую, что это мое тело долго не протянет. Этот безумец очень скоро снова сможет нас выследить, ответил ледяной феникс. Таким образом, они вдвоем понеслись вперед, как пара светящихся шаров. Полмесяца спустя Малян как раз готовился совершить кровавое жертвоприношение в другом крупном городе расы Цзяо Чи, когда на него напали из засады 6 великих существ в стадии вознесения Цзяо Чи. Малян уже убил бесчисленное множество существ Цзяо Чи, включая 2 старейшин великой стадии вознесения, так что эти существа великой стадии вознесения, естественно, не собирались пытаться уладить это мирным путем. Вместо этого, как только они появились, они немедленно активировали чрезвычайно мощное ограничение. В этом случае Малян не использовал этот талисман, чтобы снять цепи законов внутри своего тела. Вместо этого он вступил с 6 великими существами стадии вознесения в ожесточенную битву со своими ограниченными способностями. Все 6 этих существ великой стадии вознесения Цзяо Чи были намного могущественнее, чем среднее существо великой стадии вознесения, и с помощью этого ограничения, помогающего им, они могли практически доминировать на всем континенте Грома. Однако, несмотря на то, что силы Маляна были сильно ограничены, он смог сопоставить их со своими бессмертными секретными техниками и сокровищами из истинного царства бессмертных. Таким образом, обе стороны были равны, и битва становилась все более и более напряженной. В конце концов, битва длилась почти сутки и завершилась смертью 4 существ великой стадии вознесения Цзяо Чи, в то время как 2 других бежали с тяжелыми ранениями. Однако на заключительном этапе великой стадии вознесения существа Цзяо Чи взорвали несколько незавершенных глубоких небесных сокровищ, застигнув Маляна врасплох и ранив его в процессе. В порыве ярости Малян пожертвовал еще 3 крупными городами расы Цзяцзи. В этой ситуации то, что осталось от высших представителей расы Цзяо Чи, было вынуждено призвать 3 истинных духов из другого пространства, используя древний контракт. Этим 3 истинным духам, а именно дракону с копытами, великому воробью и оленю Ян, раса Цзяо Чи поклонялась с древних времен, и они вступили с Маляном в еще одну эпическую битву. Это сражение длилось 3 дня, и пострадал весь регион в радиусе сотен тысяч километров.
Как только битва закончилась, близлежащие существа Цзяочи немедленно бросились туда, но обнаружили, что все 3 истинных духа и Малян исчезли. Раса Цзяочи пыталась использовать различные секретные техники, чтобы связаться с 3 истинными духами, но все безрезультатно, и поэтому они оказались в растерянности, не зная, что делать. В этот момент вопиющие действия Маляна на континенте Кровавого Неба, наконец, достигли ушей людей на континенте Грома, и все были погружены в состояние постоянного страха, учитывая, что Малян исчез, и, возможно, все еще где-то там. Что касается шестикрылой ледяной сороконожки и ледяного феникса, то они, естественно, пришли в восторг, услышав об исчезновении Маляна, и немедленно осуществили свой план. Более месяца спустя они вдвоем вступили на территорию другой крупной расы, а затем получили доступ к своей супертелепортационной формации в обмен на некоторую компенсацию, что позволило им вернуться на континент Тянь-Юань. Тем временем Хань Ли и другие также появились в гигантской телепортационной формации в определенном уголке континента Тянь-Юань. Строй располагался в большом зале с несколькими десятками охранников поблизости, и они, казалось, ожидали прибытия Хань Ли и его свиты. Начальник стражи немедленно выступил вперед в почтительной манере и сказал: «Мне было поручено прийти сюда и встретиться с вами, старший Хань. Мастер Мин Цзун уже давно ждет, и он хотел бы встретиться с вами. Я, конечно, не могу отказаться от приглашения коллеги-даосиста Мин Цзуна. Идите вперед и указывайте путь». «Ваньер, ты пока можешь отдохнуть здесь», — сказал Хань Ли. «Не беспокойтесь о нас, мы сами о себе позаботимся», — ободряюще ответил Наньгун Ван. Таким образом, Наньгун Ван и другие вышли из системы телепортации и сели медитировать за пределами зала. Тем временем охранник вел Хань Ли к каменной хижине, расположенной в близлежащем пышном лесу. Еще до того, как Хань Ли добрался до каменной хижины, дверь открылась сама по себе, и изнутри раздался голос Мин Цзуна. «Ты наконец-то здесь, товарищ даосист Хань. Пожалуйста, входите, я жду вас уже довольно долго». «Извините, что заставил вас ждать, товарищ даосист», — сказал Хань Ли, входя в каменную хижину. Внутри каюты было очень скудно обставлено, только желтый деревянный стол и несколько стульев сандалового дерева. На одном из стульев сидел рыжеволосый пожилой мужчина, рассматривая белую нефритовую полоску в руке. «Пожалуйста, присаживайтесь, товарищ Даос Хань, и простите меня за то, что я рассказал Бии на вас», — сказал Мин Цзун с улыбкой, бросив взгляд на Хань Ли. «Все в порядке. В любом случае, коллега Даос Би Ин уже скончался, так что нет необходимости обсуждать что-то подобное», — сказал Хань Ли, покачав головой, затем сел напротив Мин Цзуня. «Я никогда не думал, что Би Ин отправится на другую сторону раньше меня. Наша торговая гильдия, скорее всего, уже значительно отозвала свои силы на континенте Кровавого Неба», — вздохнул Мин Цзун. «Это действительно так, но с несколькими старейшинами, управляющими торговой гильдией вместе, я уверен, что ничего не пойдет не так. Все благодаря этим старейшинам я смог так быстро вернуться на континент Тянь-Юань», — ответил Хань Ли. «Я, конечно, надеюсь, что это так. Как много вы знаете о преступнике, стоящем за кровавыми жертвоприношениями, товарищ Даос Хань?» — спросил Мин Цзун с серьезным выражением лица. «Старейшины вашей торговой гильдии не предоставили мне много информации, но то, что я знаю, это то, что он определенно не уступает по силе таким, как королева стволовых деревьев», — ответил Хань Ли с мрачным выражением лица. Глава 2404. Предложение Мин Цзуна. Мин Цзун кивнул в ответ. «Это правда, но вы слышали о последних новостях, касающихся этого человека с континента Грома?» Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. «Континент Грома. Может быть, он и там что-то натворил. Действительно, он сделал это. На самом деле, он вызвал еще больше переполох на континенте Грома, чем на континенте Кровавого Неба», — сказал Мин Цзун с мрачным выражением лица, прежде чем бросить нефритовый слип в сторону Хань Ли. Хань Ли взял нефритовый слиток в свои руки, затем сразу же прижал его к своему лбу, прежде чем ввести в него свой духовный смысл. Мгновение спустя выражение его лица еще больше потемнело, когда он убрал нефритовый слип со лба. Я не думал, что он будет нацелен на расу Цзяочи. Что за дело с его исчезновением? Все очень просто. После битвы с этими 3 древними истинными духами он внезапно исчез с континента Грома, и никто не смог его выследить, ответил Мин Цзун с намеком на беспокойство в глазах. Хань Ли мгновенно смог что-то понять по выражению лица Мин Цзуна, и он спросил: «Ваша торговая гильдия уже что-то обнаружила?» «Ваша мудрость поистине непревзойдена, товарищ Даос. Действительно, после завершения битвы наша гильдия отправила несколько человек исследовать поле боя, и там они обнаружили очень слабые пространственные колебания, а также признаки, указывающие на то, что близлежащее пространство недавно было разорвано на части. К сожалению, никаких дальнейших зацепок обнаружено не было», — ответил Мин Цзун.
В таком случае он, скорее всего, не мертв, он просто скрылся, используя свои пространственные способности, размышлял Ханли. Это наиболее вероятно, ответил Мин Цзун. Так в чем же ваша главная забота и почему вы пригласили меня сюда? Спросил Ханли. Конечно, ты уже знаешь ответ на эти вопросы, брат Хань. Этот человек появился как на континенте Кровавого Неба, так и на континенте Грома, так что для него не было бы странным приехать на наш континент Тянь-Юань следующим. Как одно из самых могущественных существ во всем этом царстве духов, разве ты не планируешь принять в этом участие? Вас не беспокоит, что эта катастрофа может когда-нибудь обрушиться на вашу человеческую расу? Даже раса Цзяочи была значительно ослаблена этим человеком. Если он нацелится на более мелкие расы на нашем континенте Тянь-Юань, то эти расы действительно окажутся под угрозой уничтожения, с улыбкой ответил Мин Цзун. Хе-хе, на континенте Тянь-Юань так много рас. Почему этот человек так случайно стал мишенью для такой слабой расы, как наша человеческая раса? Я думаю, что более крупные расы привлекут его внимание гораздо больше, чем наша человеческая раса, Хань Ли усмехнулся в ответ. Благодаря нашему анализу кровавых жертвоприношений, которые совершил человек, мы обнаружили, что у него, похоже, нет никаких четких целей, и любой регион с большой концентрацией живых существ может стать его жертвой. Ваша человеческая раса не так уж известна, но это только потому, что в прошлом ей не хватало высшей ступени Великого Вознесения. С точки зрения абсолютной численности населения и плотности населения, ваша человеческая раса занимает довольно высокое место на континенте Тянь-Юань. Вы уверены, что этот безумец не нацелится туда? Спросил Мин Цзун. Улыбка Хань Ли полностью исчезла, услышав это. Ты мне угрожаешь? Абсолютно нет, я просто говорю вам правду. Если подумать, у этого человека, похоже, есть некоторые связи с тобой, так что вероятность того, что он нацелится на человеческую расу, не так низка, как ты думаешь, сказал Мин Цзун. Хань Ли слегка запнулся, услышав это. Что ты хочешь этим сказать? Вы узнаете этих двух людей на этих портретах, коллега да ассист Хань? Говоря это, Мин Цзун перевернул руку, производя нефритовый слип, который по его приказу выпустил вспышку света. В свете была пара портретов, изображающих мужчину и женщину. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это. Мин Цзун был совершенно не удивлен реакцией Хань Ли, и он сказал: «Похоже, вы действительно узнаете этих двух людей. Не могли бы вы сказать мне, кто они такие?» «Я узнаю только одного из них. Это женщина-ледяной феникс, и она не человек, но у нее есть некоторые связи со мной. Как она оказалась замешана в этом деле, и кто этот мужчина?» Спросил Хань Ли, оценивая пару портретов. «Я также не уверен, кто этот человек. Все, что я знаю, это то, что он, скорее всего, с континента Тянь-Юань. Кроме того, согласно исследованию нашей торговой гильдии, его истинная форма — шестикрылая ледяная сороконожка, и даже среди существ великой стадии Вознесения он может считаться довольно могущественным. Он и ледяной феникс, казалось, каким-то образом раздражали этого безумца, и их преследовали на всем пути от континента Кровавого Неба до континента Грома. Я подозреваю, что эти двое, возможно, даже сыграли определенную роль в решении этого человека нацелиться на расу Цзя Цзы, ответил Мин Цзун с серьезным выражением лица. Намек на удивление появился на лице Хань Ли, когда он услышал это. Он шестикрылая ледяная многоножка. И его преследует этот человек? Ой. Вы не вспомнили, кем мог быть этот человек, товарищ даосист? Спросил Мин Цзун. Если я не ошибаюсь, этот человек, кажется, тоже мой знакомый, но я не думал, что он станет таким, задумчиво ответил Хань Ли. Итак, эти двое ваши знакомые. В таком случае, ваша человеческая раса действительно находится в серьезной опасности. Как только этот безумец узнает об их связях с вами, он, скорее всего, нанесет визит вашей человеческой расе, сказал Мин Цзун. Это небольшое преувеличение, но, похоже, я больше не смогу оставаться в стороне от этого. Где они сейчас вдвоем? Они все еще на континенте Грома. Спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. Согласно расследованию нашей торговой гильдии, они, казалось, исчезли вскоре после того, как исчез тот преследователь. Вы знакомы с вами обоими. Как вы думаете, куда они могли бы пойти? Спросил Мин Цзун. Трудно сказать. Они мои знакомые, но я не встречался с ними много лет, ответил Хань Ли, покачав головой. Могут ли они вернуться на континент Тянь-Юань, чтобы найти тебя? Спросил Мин Цзун. Это возможно, и это было бы довольно хлопотно, если бы это произошло. Кстати, как ты думаешь, насколько вероятно, что их преследователь настоящий бессмертный? Внезапно спросила Хань Ли. Я думаю, что это практически высечено в камне, что он настоящий бессмертный, ответил Мин Цзун после краткого размышления. Почему ты так уверен? Спросил Хань Ли,
поглаживая свой подбородок. Все просто. Этот человек высвободил несколько видов секретных техник и способностей из истинного царства бессмертных. Это то, в чем я могу поручиться, поскольку мои предки были прямыми потомками истинных бессмертных. Некоторые из искусств культивирования и секретных техник истинного царства бессмертных были переданы в наше царство, но есть некоторые очень подробные описания, записанные, ответил Мин Цзун с кривой улыбкой. Я понимаю. В таком случае этот человек должен быть истинным бессмертным. Это, конечно, не очень хорошая новость. Конечно, вы не ожидаете, что я сам столкнусь лицом к лицу с истинным бессмертным, сказал Хан Ли. Конечно, нет, товарищ Даос Хань, я только хочу объединить всех ради нашего континента Тянь-Юань. Наше царство духов уже бесчисленное количество лет находится вне контакта с царством истинных бессмертных, и мы не знаем, какую цель преследует этот истинный бессмертный. Если он собирается продолжать этот разгул убийств, то мы должны объединить усилия и заставить его уйти или полностью изолировать его. В противном случае, в конце концов, нас убьют одного за другим, сказал Мин Цзун, и в его глазах мелькнул холодный взгляд. Секты Кровавого Да континента Кровавого Неба уже пытались объединить свои силы, но все они все равно были побеждены, сказал Хан Ли. Это потому, что они недооценили своего противника. Среди 14 великих существ в стадии Вознесения, которых они собрали, лишь немногие из них действительно могут считаться довольно грозными, поэтому их поражение было неизбежным. Напротив, я набираю для этого всех самых могущественных существ на нашем континенте Тянь-Юань, и наша торговая гильдия даже призовет некоторых могущественных истинных духов, чтобы помочь нам, так что наша победа будет обеспечена. Независимо от того, насколько силен этот истинный бессмертный, он никак не сможет бороться со всеми нами, когда большая часть его силы запечатана, ответил Мин Цзун. Сможете ли вы действительно собрать такой грозный состав? Кто еще согласился присоединиться к этому делу? Спросил Хан Ли. Помимо вас, большинство коллег-даосов, с которыми мы связались, согласились участвовать в этом деле, если этот истинный бессмертный ступит на наш континент Тянь-Юнь. Что касается остальных из них, я уверен, что они в конечном итоге также согласятся, взвесив свои варианты. В конце концов, никто не хочет видеть истинного бессмертного, делающего то, что ему заблагорассудится на этом континенте, ответил Мин Цзун. В таком случае, я пока соглашусь на ваше предложение. Однако, если вы не сможете найти достаточно могущественных существ, чтобы присоединиться к этому делу, тогда я немедленно откажу вам, сказал Хан Ли, обдумав предложение. Мин Цзун был в восторге, услышав это, и он ответил: «Ха-ха, будьте уверены, брат Хан, если бы я не смог собрать достаточно людей, я бы тоже не захотел рисковать собственной жизнью. Возьми этот талисман передачи, я сообщу тебе, если получу какие-либо новости об этом истинном бессмертном». Говоря это, он поднял руку, выпуская из рукава серебряный талисман, который был вложен в руку Хан Ли, прежде чем его убрали. Глава 2405. Цепочки законов. После этого было обсуждено еще несколько тем, прежде чем Хан Ли наконец ушел. Мгновение спустя гигантский черный ковчег улетел вдаль над каменным залом, а Хан Ли стоял перед ковчегом, глядя вдаль с задумчивым выражением лица. Позади него раздался звук шагов, и Наньгун Ван подошла к нему, прежде чем спросить мягким голосом: «У товарища даосиста Мина было что-то важное, чтобы обсудить с тобой?» «Это долгая история. Давайте вернемся в каюту, и я расскажу вам об этом там», ответил Хан Ли, поворачиваясь с кривой улыбкой. Несколько месяцев спустя в некоем таинственном пространстве появились 3 гигантских зверя, каждый из которых крепко вцепился в пурпурно-золотую цепь с беспокойными выражениями на лицах. Другие концы 3 цепей были обмотаны вокруг молодого человека в черном, и хотя он, казалось, был обездвижен цепями, в его глазах совсем не было страха. Вместо этого он с насмешливым выражением оценивал 3 зверей вокруг себя. Спустя долгое время молодой человек в черном сказал совершенно бесстрастным голосом: «Если вы 3 подчинитесь мне сейчас, мое предложение все еще в силе, я сохраню ваши жизни и возьму вас в качестве своих духовных слуг, а затем приведу вас в истинное царство бессмертных со мной, как только я закончу то, для чего я пришел сюда. В противном случае, как только цепи законов дадут волю своей реакции, вы все 3 погибнете». Это невозможно. Ответная реакция от этих цепей законов должна быть нацелена только на такого истинного бессмертного, как ты. Почему это повлияет и на нас? Даже если на нас это повлияет, ты все равно будешь тем, кто понесет основную тяжесть ответной реакции, и мы 3 сможем выжить без каких-либо проблем, разъяренным голосом прорычал гибрид оленя и медведя. Хе-хе, какой идиот дал тебе этот метод активации цепей законов? Ты явно не знаешь, что делаешь, и все же осмеливаешься использовать это против меня. Если бы я не отреагировал достаточно быстро и не потащил тебя за собой в это пространственное сокровище, мы были бы легкой добычей. Теперь нам остается только ждать ответной реакции со стороны власти законов.
Простые истинные духи, такие как вы, даже не могут начать понимать, насколько страшна эта сила. Даже небольшой ее части будет достаточно, чтобы мгновенно превратить вас троих в ничто. Вы уже начинаете чувствовать, как ваша истинная сущность медленно поглощается цепями законов, верно? Мое бессмертное тело намного сильнее твоего, и у меня есть несколько бессмертных сокровищ, чтобы защитить меня, так что я смогу легко выжить и оправиться от этого», — сказал Малян с насмешливой улыбкой. Чепуха. Этот метод был дарован нам королем золотых драконов. Как он мог быть неправильным? Не думайте, что вы можете так легко посеять раздор между нами. Если то, что вы говорите, действительно правда, то вы бы просто ждали в тишине. Зачем бы вам рассказывать нам все это? Возразил гибридный зверь олень-медведь. Если бы не тот факт, что у меня есть кое-что, что мне нужно сделать, я бы не тратил время на вас троих. Так и быть, я повышу ставки. Если вы готовы подчиниться мне, я не только отведу вас в царство истинных бессмертных, я дам вам таблетку истинной души, чтобы вы могли обрести душу истинного бессмертного. Однако это предложение действует только полдня. Вы ничего не получите от меня, как только истечет этот срок, сказал Малян, и в его глазах появился намек на нетерпение. Настоящая таблетка для души. Сердца двух других зверей дрогнули, услышав это, и в их глазах появился намек на жадность. Было ясно, что эта таблетка была для них чрезвычайно заманчивой. Ты либо погибнешь здесь, либо получишь таблетку истинной души и попадешь в царство истинных бессмертных. Выбор за тобой. Что касается вашего контракта с расой Дзяочи и всех ваших других связей с этим царством, я могу помочь вам разорвать их. С этого момента я больше ничего не буду говорить, сказал Малян с холодной улыбкой, прежде чем закрыть глаза, по-видимому, для медитации. Услышав это, три гигантских зверя обменялись взглядами, и никто из них ничего не сказал. С течением времени скорость, с которой их истинная сущность поглощалась цепями законов, неуклонно ускорялась. Они уже использовали бесчисленные виды способностей и секретных техник, чтобы попытаться остановить этот процесс, но это только ухудшило ситуацию, и теперь они действительно начинали паниковать. Как только ответная реакция от цепей законов действительно наступит, их полномочия значительно сократятся, и не было никаких шансов, что они смогут выжить. Выражения лиц гигантского воробья и зверя с коровьей головой постепенно становились все более и более нерешительными. Зверь с оленей головой мог видеть изменения в выражениях лиц своих товарищей, и он яростно дернул за цепь во рту, рыча. «Вы двое на самом деле не соблазнились его предложением, не так ли?» Конечно, нет. Таблетки истинной души действительно чрезвычайно ценны, но я ни за что не стану ничьим слугой. Сказав это, негативная реакция от этих цепочек законов на самом деле не является чем-то, что следует игнорировать. В конце концов, здесь на кону нашей жизни, нерешительно сказал зверь с коровьей головой. Это верно. Мы заключили древний контракт с расой Дзяочи, используя силу глубокого небесного сокровища, но мы не обязаны отдавать здесь свои жизни, поэтому мы должны тщательно подумать об этом, вмешался гигантский воробей. Я понимаю, это действительно то, что нам нужно тщательно обсудить. Однако перед этим у меня есть предложение, которое будет очень полезно для всех нас. Зверь с головой оленя смиренно вздохнул, а затем внезапно начал передавать свой голос двум своим спутникам, медленно приближаясь к гигантскому воробью. «Стой! Вы можете сказать нам, что вы хотите сказать оттуда. Нет необходимости подходить ближе», — крикнул гигантский воробей, когда в его глазах появился осторожный взгляд. Выражение лица оленеголового зверя сразу же слегка потемнело, когда он услышал это. «Ты не доверяешь мне, товарищ Даос?» «Хе-хе, конечно, знаю, но в такое время, как сейчас, я думаю, что для нас лучше держаться на некотором расстоянии. Что ты думаешь, брат-дракон копыта?» Воробей хихикнул и повернулся к зверю с коровьей головой. «Хорошо. Мы знаем друг друга очень давно, нет необходимости». Зверь с коровьей головой пытался вмешаться в ситуацию, но его голос резко оборвался, когда из цепи в его пасти вырвалась вспышка огромной силы, серьезно повредив при этом его рот. Зверь с коровьей головой издал мучительный вой, тем самым освободив пурпурно-золотую цепь, и когда он поспешно попытался снова укусить цепь, над его головой внезапно без всякого предупреждения появилась горная малиновая печать, а затем спустилась сверху с бесчисленными золотыми и серебряными рунами, окружающими ее. Зверь с коровьей головой был чрезвычайно встревожен этим, и было слишком поздно, чтобы он мог уклониться, поэтому он мог только издать громовой рев, когда его тело увеличилось в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, после чего он направил свои чернильно-черные передние копыта в сторону гигантского малинового тюленя. В тот момент, когда его копыта соприкоснулись с массивной печатью, они немедленно взорвались с оглушительным грохотом, и все его тело и душа были уничтожены вспышкой яркого малинового света. Прямо в этот момент Малян появился над гигантской печатью с холодной улыбкой на лице среди всплеска пространственных колебаний. В то же время молодой человек в черном, которого сковывали пурпурно-золотые цепи, внезапно исчез. Невозможно. Как ты вырвался из цепей законов?
В ужасе завизжал гигантский воробей, увидев это, затем поспешно выпустил цепь, зажатую между его клювом, прежде чем отлететь назад в виде полосы серого света, только чтобы быть пораженным гигантской ладонью с черным мехом среди глухого удара. Гигантский воробей был застигнут врасплох и более 10 раз кувыркнулся в воздухе, прежде чем, наконец, едва смог удержаться на ногах. Тем временем зверь с головой оленя медленно убирал ладонь со зловещим выражением на морде. Гигантский воробей энергично потряс головой, чтобы избавиться от головокружения от неожиданного удара, прежде чем закричать: «Олень Ян, ты сошел с ума? Подожди, теперь я понимаю, ты уже сдался ему и нарушил законы. Теперь тебе уже слишком поздно это осознавать», — сказал зверь с головой оленя с холодной улыбкой. Сердце гигантского воробья сразу же упало, увидев это, и оно медленно отступило в панике, сказав безумным голосом: «Я готов подчиниться тебе и стать твоим духовным слугой, пока ты сохраняешь мне жизнь». Уже слишком поздно. У меня есть только одна таблетка истинной души, и я могу забрать с собой в царство истинных бессмертных только одного человека. Ян Олень, видя, что ты подчинился мне, твоим первым приказом будет убить этого твоего спутника. Если ты не сделаешь этого и вместо этого будешь убит, тогда мне придется отдать истинную пилюлю бессмертия победителю. Не беспокойтесь, что я передумаю. Просто так случилось, что мне нужен слуга, который выполнял бы мои поручения за меня, и только самый могущественный из вас троих заслуживает того, чтобы стать моим слугой», — холодно усмехнулся Малян.